Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию наших обзорных сюжетов о Москве. Находимся мы с вами на улице Кировоградская, возле остановки Парк 30-летия Победы, которая находится в центральном Чертаново Южного административного округа Москвы. Фактический адрес — это улица Кировоградская, дом 18, корпус 1, и сегодняшняя наша прогулка будет проходить именно здесь. Между станциями метро Пражская и Южная, в районе Чертаново Центральная, расположен не просто памятник Великой Отечественной войне, а находится целый парк имени 30-летия Победы, в котором мы с вами сегодня и погуляем. 29 октября 1974 года был заложен сквер площадью около 7,5 гектар. Тогда по инициативе общественности был расчищен от строительного мусора и хлама участок между 4 и 5 микрорайонами Чертанова. Протянулся он между улицами Кировоградская, на которой мы с вами располагались, и улицей Чертановская, которая от нашего движения находится с противоположной стороны, как раз куда развернута камера. Первые 30 берез были посажены старшеклассниками школы 679 совместно с ветеранами Великой Отечественной войны. И открыт был парк в 1975 году к 30-летию Победы. Ранее здесь в 1985 году на территории была открыта библиотека, и позднее здесь стали устраивать праздничные митинги, на одном из которых 26 ноября 1997 года в Парке Победы состоялось торжественное открытие мемориала ДОТ, воссозданного фрагмента второй линии обороны Москвы, проходившей в 1941 году вблизи территории этого района. В 1998 году по инициативе руководителя местного клуба автомотостреляны вокруг мемориала ДОТ была размещена экспозиция из артиллерийских орудий советской 85-миллиметровой зенитной пушки 52К, которую мы с вами сейчас видим, и дети выбирают для игры именно это зенитное орудие. Ну и с противоположной стороны поврежденное 75-миллиметровое орудие немецкого противотанкового орудия РАК-40 расположили именно здесь, вот в таком разбитом виде, окрашенный в такой вот трофейный холодный цвет. Вскоре здесь был открыт первый гранитный монумент, на котором были и высечены слова «Никто не забыт, ничто не забыто». Но на самом деле на территории парка 30-летия Победы в Москве находится два памятника. С восточной части это комплекс из двух артиллерийных орудий, которые мы с вами посмотрели. Ну а в западной части расположен памятник детям, узникам концлагерей, которого мы с вами увидим еще чуть позднее. Вот такая живая природа, такие вот красивые цветущие деревья расположены за этими памятниками. Создается такое впечатление, что за спинами тех самых героев, которые мы с вами восхваляем и воспоминаем, такая вот живая природа, такая вот жизнь, которую они нам с вами подарили, и такое вот прекрасное мирное небо. Во время прогулки была хорошая погода, и удалось передать все те самые красоты, которые окружают это прекрасное место, цветущие, можно так смело сказать, сады. Многие просили меня записать, как цветут каштаны, и вот я как раз уделяю и этому моменту внимания. Те самые подписчики, которые это просили, увидят те самые просьбы, которые я обещал для них выполнить. В парке есть две центральные аллеи, которые расположены и проходят через весь парк. Располагаются они параллельно, ну и на них располагаются лавочки. Также есть несколько детских игровых площадок. Вы одну из таких видите. Это современные игровые комплексы, хорошее, мягкое и чистое покрытие, на котором дети никогда не испачкаются, не травмируются, разнообразные горки, качели и многое другое. Также через парк проходят диагональные дорожки, есть
освещение этих дорожек, и в любое время суток здесь достаточно комфортно. Также есть видеонаблюдение, и не так далеко расположен одно из отделений полиции, которое мы с вами также увидим. Есть очень много газонов, которые располагаются параллельно нашему движению. Клумбы, ну, честно сказать, что на первый взгляд видно, что газончики требуют внимания и их не мешало бы подстричь, но, честно скажу, в конце ролика затарахтели как раз газонокосилки и начали подстригать парк. В конце сюжета вы как раз это все дело увидите. Занимаются активным спортом местные жители, ну и также здесь доступна открытая эстрада, то есть это сцена и большая площадка перед ней. В праздники тут проходят народные гуляния жителей района, ну и различные мероприятия. Также на территории парка находятся теннисные корты, которые мы с вами видим. Вот в таком расположении они доступны. То есть это 2 теннисных корта, закрытая территория, сеткой для того, чтобы не улетали мячи. Ну и жители могут беспрепятственно сюда пройти, поиграть, натянутой сетке. Есть лавочки для зрителей, для команд, которые здесь тренируются. Ну и в принципе эта территория не закрыта и доступна в любое время суток, потому что здесь и работает и подсветка. Ну а далее, пройдя через еще одну щеколду, можно так смело сказать, есть площадка вот такого типа для баскетбола. Есть где заняться и есть как провести время подросткам. Активному образу жизни уделяется большое внимание, и вот восстанавливают, такие делают современные площадки, где можно побросать мяч в кольцо. Также расположен вот такая площадка для детей, которые рисуют мелками. Здесь можно вдоволь насладиться разным творчеством, порисовать что-то мелками. Ну и отдельный момент — это силовые тренажерные инсталляции. Вот с таким вот ковровым покрытием. Я повторюсь, что здесь невозможно травмироваться, а также испачкаться. Не вытоптана глина, нет луж, и все достаточно здорово в сочетании с живым газоном смотрится. Диагональные еще раз дорожки, по которым можно и покатать коляску, и прокатиться на роликах, и даже на самокате или велосипеде. Ну и бесконечные газоны. Также для настольного тенниса вот такая вот открытая территория, на которой проходят различные соревнования, разные мероприятия, и также обучают настольному теннису. Ну и можно прийти в любое время суток, также поиграть, провести свое время. Вокруг парка расположен городской сектор, то есть это спальный район. Вот чем он мне нравится, то что это не закрытая территория, и можно пройти с любой стороны в этот парк беспрепятственно. Также в центральной части парка есть фонтан, здесь можно прохладиться, подается разное давление, и фонтан меняет различные виды строек. Вот как раз вы видите, добавилось давление, и можно прохлаждаться. Дети очень любят это место, плескаются, брызгаются. Ну и место здесь облюбовали лавочки, урночки. Здесь очень достаточно здорово проводить время, прохлаждаться, потому что брызги летят и как-то освежают. Итак, мы с вами движемся дальше. Вот такие вот доступны здесь аллейки, скамейки, лавочки, цветущие деревья, и еще для наших маленьких друзей открытые площадки. Ну, давайте мы через одну из таких пройдем и посмотрим, как выглядят современные детские игровые площадки, насколько они эффективны. Родители получают здесь тоже массу удовольствия, потому что дети получают 33 удовольствия благодаря таким вот необычным, нестандартным решениям. Ну а родители прохлаждаются в теньке под цветущими деревьями, на лавочках, на скамеечках, которые расположены вокруг этих территорий, этих площадок. Практически для любого возраста
это все доступно. Ну и родители в спокойной атмосфере под пение птиц, под запахи природы тоже наслаждаются, прогуливаются по вот этим шикарным дорожкам. И вот с противоположной стороны как раз вторая параллельная центральная дорожка, по которой мы с вами идем. В округе расположены как и дошкольного плана образовательные учреждения, так и государственные школьные здания, гимназии, которые мы с вами видим. Также расположены там площадки спортивные. Ну и вот такие зеленые оазисы. Давайте войдем на центральную часть этих насаждений. Здесь можно смело расположиться. Многие в летнее время здесь приходят и располагаются прямо на самом газоне. Ну и вот как раз еще цветущие каштаны, которые просили меня показать. Я исполняю просьбу своих зрителей. Вот так вот красиво они здесь расположены. Такие вот необычные аллейки. Есть теневые стороны, есть световые. То есть можно прохладиться и также, наоборот, получать солнечные ванны, можно смело так сказать. В целом очень уютный, очень комфортный парк. Никто никому не мешает. С левой и с правой стороны гуляют с собаками, и не так это сильно заметно. То есть практически для каждого посетителя парк найдет определенное место, где люди либо расположатся, либо проведут свой день, свой отдых, посидят с детьми. Вот таким образом проводят свое время москвичи. Где вот задавали вопросы, проводят время, вот как раз ответ на этот вопрос. То есть любое увлечение, пожалуйста, покататься, погулять, походить, отдохнуть, посидеть, оно доступно практически в каждом районе, и мы с вами все это дело наблюдаем. И вот они, школьные площадки. Вот таким образом они расположены. Давайте поближе посмотрим на одну из таких, идя вот по одной из аллей. Вот так вот выглядят и для уже более взрослых людей, и молодых, и средних лет. Можно погонять мячик вот на таких полях с таким вот покрытием. Также побегать вокруг, и все это располагается в жилом секторе. Сразу же после поля идет придворовая территория одного из жилых зданий, которые вы видите. И вот как раз беззаборный проход, пожалуйста, на территорию парка. Ну и мы уже подошли с вами к еще одному памятнику, как я уже ранее сказал, памятникам детям, узникам фашистских концлагерей. В 1992 году вот по инициативе организации бывших узников фашизма «Непокоренные» в западной части парка был установлен памятник детям, узникам фашистских лагерей. Памятник представляет собой 3 гранитных плиты: горизонтальную в центре с изображением детей и 2 вертикальные по краям с изображением ограды из колючей проволоки. Автором памятника стал Борис Бирюков, это сын бывшей узницы концлагеря смерти Дахау. И 8 мая в 2014 году, к 69-летию Победы, памятник открылся в обновленном виде. Большая гранитная плита с надписью «Детям, узникам фашистских лагерей» и языки из гранита с датами 1941-1945 год и фонтан, который по задумке скульптора символизирует слезы матери. Регулярно к памятнику приносят цветы, венки и детские игрушки. В целом вот такая красота, такая жизнь расположена находится между 2 памятниками, между мемориалом Победы и памятником детям, узникам фашистских концлагерей. И вот такую вот красоту подарили наши герои. Вечная им память, вечная память павшим воинам
Великой Отечественной войне, и большая благодарность за то, что они нам с вами подарили. Как написано на обратной стороне монумента, изображена береза, звезда и высечены слова, стоявшим насмерть во имя жизни. Огромное им за это спасибо, но я буду завершать свой сюжет и предлагаю вам пройти на другие мои сюжеты. Ну и мое традиционное «ну а пока».